Сейчас 1500, они 200 сбрасывают. 1500 это двухместный номер с Но это завтраком. они 200, говорит, мы вам сбросим. 200, 1300. Цены поднялись, в общем, ребят, на всю, и на аренду, и на апартаменты, и на гостиницы. Все, сейчас сезон, месяц июнь, поэтому цена в Турции, конечно. А сейчас рекламная пауза про апартаменты Орби Сити под управлением Вахтанга Магелевича. Еще жалуются люди, какие апартаменты, почему так дорого в Орби. У нас за $50 там апартаменты, где мы вчера были, рядом не стоят с этим. Ну да, цена? первая береговая, море. Планируете отпуск в Батуми? Во-первых, рядом с морем. Во-вторых, в принципе, машины такой проблемы нет, парковки, как там вчера мы куда-то вообще хер знает куда поставили. Там очень сложно. Я почему сегодня к вам поэтому утром не попала? Вид в Орби какой, оттуда смотришь. А тут мы с курицами Поэтому какими-то утром останавливайтесь в проснулись, с Батуми. петухами. Evet. Biz şimdi sadece. İsterseniz siz de 1400 завтрашнего дня. Ого. Два раза, говорит, завтра высокий сезон начинается в Трабзоне. Все отели. Ну, Представляете? это везде у нас Я в тоже. шоке. Я говорю, да вы, говорю, шутите, как в 2 раза? Он говорит, 2 раза. Ну, Это у нас ваш тоже ключик. цена в июле Я дорожает. щас Июнь, закину. что сезон. Ну не в 2 же раза. В 2, но вот, кстати, обратите внимание. Опять же, Видите, как в апартаменты Турции в Грузии и в Турции для сравнения. Güzel mi kahvaltı da? Значит, завтрак наверху на террасе, на самом высоком. Все, они говорят, почему нас, говорит, снимают? И те не понимают. O bugün bütün şey, onlar çok popüler Acarya, Batumyana bloggerler şeyle anlatıyorlar. Yani insanlar gelsin YouTube. buraya, bu darada cennet. Yok. Yani şey, o yüzden Так что можете передать привет маме. Kabarcı bunları biliyorsan bunları sıkıntımız yok da. Ünlü olduk. Она говорит, мы стали известными. Говорит, смотри, я говорю, это очень популярные Ya блогеры. yok benim sıkıntı sadece dikkatimi çekti yani sürekli geziyor ya. Yok konuştuğumuzu da anlamadığını biliyorum Türkçe Он говорит, konuştuğumuzu. мне, говорит, понравилось, Они что она десятки- снимает. Я думаю, почему она Sonra меня izleyin. снимает? Говорит, я себя почувствовала. Sonra desen ki bu Звездой. izleyecek sonra ne diyorlar diye Да, мы anlamıyorum. делаем рекламу вашему отелю сейчас. Aynen. Yanlış şeyleri yapmayın. Популярный блогер. По 600 килограмм. Так что таких, как я, еще 10 человек может поместиться в этом лифте. Хочешь сказать, что ты 60 килограмм весишь? Миниатюрный. Очень смешно. Самый миниатюрный. Это вы мне какие-то полячки придумали, блин. Болячки. Вообще, Ты блин, здоровая. спортсмен, блин. Комсомолец. 502. 5-й этаж. Наши апартаменты. Ну тут получше, Вахтанг, чем мы сегодня проснулись, скажи. Маленький барный холодильник, вот такой осенний лес с лучами солнца. Черное море в Трабзоне. Ух ты, Вахтанг, тут еще подсветка какая. Смотри. Дискотека есть, да? Дискотеку будем сегодня устраивать. Диско. Душевая кабина. И вот такой санузел. Вот так в сезон поднимается цена на апартаменты. Вот, а у нас всего поднимается на 10, на 15%. Да. Пользуйтесь Не на услугами Orbi City. ВНВ. Пошли. Подписывайтесь на канал, шерьте, не забывайте ставить лайки. Шерьте обязательно, обязательно. Обязательно шерьте. Всем привет огромный Да. из Батуми. Вы давно мечтаете о Грузии? Планируете путешествие?
Мы можем помочь вам и стать вашими проводниками в самые интересные уголки Грузии. Василина и Вахтанг приветствуют вас. С удовольствием проконсультируем вас по всем вопросам Грузии. Мы являемся учредителями агентства бизнес-туризма и недвижимости в Батуми. Мы познакомим вас с грузинскими традициями, вкуснейшей кухней, отвезем высоко в горы, откуда открывается невероятный вид, от которого у вас перехватит дыхание. Вы опьянеете от этой красоты и, конечно же, от грузинского домашнего вина. А потом мы поднимем самый главный тост за мир во всем мире. Будем много смеяться и плясать до упаду в национальных грузинских костюмах. И мы обещаем вам, что когда вы будете уезжать из Грузии, вы скажете: «Я обязательно сюда вернусь». А возможно, и захотите приобрести инвестиционную недвижимость или даже переехать в Грузию жить. Юля, скажи, какие странные есть турецкие имена? Странные турецкие имена, ну для нас, для русскоязычных, это, наверное, мужское имя Утку. 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 Мужское имя Баран. Особенно, когда вот на маршрутных такси написано Баран Демир, то есть железный баран, фамилия, имя. И еще такое имя, самое, наверное, это Невзат. Невзат. Вахтанг, если вы так родителя назвали. Это самая большая мечеть на всем Черноморском побережье. Она сейчас уже в стадии завершения. Очень много споров было по поводу этой мечети, потому что построили, то есть отрезали дорогу, подъезда к ней и парковочных мест здесь как-то не предусмотрели, поэтому как это все будет, все с замиранием сердца ждут. Но так как пятничная молитва обычно всегда, то есть, не знаю, видели или нет, в мечети не все помещаются, поэтому они берут коврики, и возле мечети всегда в пятницу в 12 часов, полдень, мужчины идут на молитву. То есть они все прям вот так вот все занято, все площади возле мечетей. Как раз-таки эта мечеть достаточно будет для того, чтобы всех желающих помолиться. Принять во дворе там, да? Угу. Во дворе, на территории. внутри, да, поэтому, потому что они молятся вообще, ну вот у них это, мужчины, пятница, у них это святой день. Сейчас заехали мы на парковку и оставляем ключи, и парковщик сам паркует машину. Это безопасно. Сколько здесь этажей парковка, Юль? Здесь, наверное, 3. Три этажа, да? Ага, 3. Такие узенькие улочки. Все это уже Майдан считается, Да, это Майдан. Мы прямо на Майдане. Сейчас мы идем с вами на Майдан, погуляем по Майдану. Здесь все посмотрим, что как приценимся. Караджа, если посуда, тарелки всякие, вот это все, здесь всегда Вот есть этот? скидки. Да, очень хорошие. 50% скидка, хороший магазин. Если баран, то до 50, то есть 10, 20, 30, на что-то может быть 50. А, но ну вот очень этот второй хороший. магазин, который ты говорила, да, и мы его видели в Резе. Я заходила в него. Вот эти ракушки я видела. Вот, это такого плана магазин. Это магазин аксессуары. My Home. Вот, хочу там золотые всякие штучки. Вот, но он такой подороже. Сейчас мы с вами увидим, что подешевле. Ну, чтобы не терять время, пока мы с вами что делаем? Пока мы с вами ожидаем. Kola. Пока мы с вами ожидаем подтверждения от врачей. Вот здесь золотой магазин. Значит, сейчас здесь вас сориентирую. Все это Майдан. Здесь все кругом магазины. Предлагаю, пока не закрылось, пройти на базар. На базаре прицениться по цене на покрывало, на то, что вы хотели посмотреть. Именно на базаре. На базаре именно. А потом пройти туда в Инглишком. После Инглишкома зайти в канцелярский магазин. Хороший. Там можно будет все купить, в принципе, сразу. И будем дальше действовать согласно нашему новому расписанию. Ой, золото горит.
Заметьте, что золото, вам кажется, да, вот вы бы такое одели золото? Я ношу. Носите? Я очень люблю украшения, крупные, массивные. Да, ну вот именно это называется вклад денег. Это на свадьбу у них дарят. То есть близкий родственник должен прийти. Близкий родственник вот с таким. На сегодняшний день вот этот браслет стоит... так, если вот этот стоит, сейчас скажу вам. Вот первый ряд, видите, первый, второй, третий примерно. Вот такой браслет где-то сейчас стоит 15 тысяч лир, $1000. $1000. То есть такой браслет будет стоить, он зависит, конечно, от граммов, это будет стоить всех 3-4 тысячи долларов. 3-4 вот такой, да, то есть он такой очень тяжелый. Для чего дарят? Дарят на свадьбу, его не носят. То есть одевают, конечно, на руку, но в основном это вклад. То есть это золото, которое не поменяется в цене ни при каких обстоятельствах. То есть турки дарят вот это. Вот это трабзонский касыр. Ручное плетение, только в Трабзоне оно делается, продается во всей Турции. Ручное плетение самое дорогое. То есть только дорогая семья обеспеченного жениха может подарить своей невесте. Потому что на сегодняшний день это, если дарить браслет, плюс колье, плюс какие-то серьги из этого ручного плетения, это стоимость квартиры. Ставить, да, это с собой забрал. Небольшой квартиры, да, вполне стоимость такая. Наши бабушки так что с собой? А так на свадьбу вот вы идете Здесь, кстати, свадьбы делают таким образом. В отличие от наших свадеб, здесь, если вас приглашают на свадьбу, вы можете ничего не дарить, если вы не должны. То есть, объясню так, если вы родственник, если ваш кто-то близкий, двоюродный и так далее, то у них принято дарить золото. Скажем так, я первая выхожу замуж, и вы ко мне пришли с золотом. Вы мне подарили золото, я записываю, что вы мне подарили 20 грамм золота. Значит, тогда, когда будет кто-то из ваших, может быть, ваш сын, или вы сами будете выходить замуж, я должна вам принести 20 грамм золота обратно. То есть это какой-то беспроцентный кредит. Да, записываю, да? Но Тут если тоже... я ничего не должна, я могу просто прийти повеселиться. То есть здесь свадьба на 700 человек, образно. Из них 300 приходит, что-то дарит. Вот, то есть я говорю, то есть как беспроцентный кредит для молодой семьи, а дают уже потом родители или сами те, кто женится. Вот. Что касается свадеб, у них свадеб нету таких, как в Грузии или как у нас. У нас мы приходим и дарим образно $100, мы дарим за что? Мы веселимся, у нас есть шоу-программа, мы кушаем там два горячих хотя бы, мы выпиваем спиртное, у нас какие-то выступления есть. Мы наслаждаемся вечером, то есть мы eğleniyoruz, как говорится на турецком, мы отдыхаем. За это мы дарим какой-то, осторожно, красный свет, мы дарим деньги, и взамен мы ничего не ждем. То есть мы ничего никому не должны, и нам никто ничего не должен. Здесь не так. Здесь в основном на свадьбах, кроме напитков и чая, ничего тебе не предлагают. То есть ты пришел, подарил, потанцевал и пошел. Более обеспеченные свадьбы, конечно, тоже с горячим, с какими-то напитками, но это более обеспечено. Сейчас такого нет. Сразу обращу ваше внимание на косак. Вот здесь есть косак, голова торчит, вот тут вот, видите, такая коровья. Это очень свежий, хороший косак. Я здесь всегда беру мясо, когда получается, когда сама на Майдане. Кёфта, мясо, все здесь можно брать. Как вы себя здесь чувствуете? Я хорошо, мне нравится такая тусовка. Я здесь, когда хожу по вот этим улочкам, у меня постоянно чувство голода. Знаете, я когда Особенно прихожу мимо на... сладких вот этих. Да? А я к сладкому равнодушна, наоборот. Тогда Вахтанг именно для вас самая живая, самая вкусная экскурсия в самый лучший и свежий лукум в городе. Мы привыкли, что лукум это то, что нам привозят, Да, вот да. это. Это не то. Это привозят, это то, что продают на курортах и выдают это за лукум. Настоящий лукум мы сейчас увидим буквально через 2 минуты. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал и что там? Шерти. Как моя коса. Шерти. Как моя Ише, она такая, поставьте пальчик вверх.
Одну секунду. Вот здесь, если нужно будет, тоже вот обращу внимание, это оптовых цен магазин. Мужские трусы хорошего О, нам качества. надо тоже всё. Носки, Носки, трусы. пижама, детские О, слушай, пижамы. Может пижама там вот зайти. такая прикольная. О, давай Здесь тебе такой оптовые, возьмем. То есть дешевле вообще нигде не может быть. Это оптовые. Тоненькая. Да, Ой, хорошая вахта. я думал, лупса. Если цены оптовые, давай Оптовые, тут здесь возьмем. реально что-нибудь. оптовые цены. Потому что я тоже, если что-то, покупаю здесь. На цены здесь, смотрите, они отнимают. Это фирма средняя. Мгм. Вот такие чуть дешевле. И Black Spade. Это вот эта фирма, где она будет, Black Spade. Что-то не вижу. Вот она. Они будут вообще классного качества. Стирать, не настираешься. Şey yapacaklar. Bir şey alacaklar ve de video size şey. Reklam. Это с розой, да, кажется? Это с розой. И это да. с розой, кажется. Это с... Вот такой специально- фисташкой сливочный я попробовала. Обалденный. Вчера мне Ну, вот Вахтанг настоящий купил. лукум, вот он. Вот он. И самая свежайшая точка, правда, здесь. Но он не бывает как бы не свежий, но можно найти. Сейчас она вас угостит. И... Ну, я знаю, вот этот я вчера пробовала. Он просто вот вообще Ну, там тоже в бомбический. торговом центре тоже она мне резала. А, такие резала, да. такие всякие. Там тоже внизу есть это. Резы И единственное, что здесь, у нас тоже в торговом форуме они есть. Здесь как точка сбыта, как бы рыночная, она дешевле, чем в этом. Мгм. Вахтанг, пробуй. Ayşecik nerede? Айщаджик, ну и я тогда уже попробую, хотя я знаю. Я вкус, конечно. приторный не люблю вкус. Я люблю какой-нибудь, чтобы был прям... Çay kahve. Вот этот с кислинкой. Вкусный. Мгм. Vakitleri varsa çay kahvemiz var. Если хотите, чай, кофе вам предложат, говорит, если это. Yok, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Кислинка, да? Мгм. Я хочу с кислинкой. Вот этот мне понравился с кислинкой. Какой он? Какой это? Вот этот? Да. Я вот этот. С гранатом и с розой. Вот с гранатой. Кислинка гранат дает. Не Так, сильно, потому что чтобы цвет- сладкий был. Вот эти сладкие, правильно. Мгм. Ну, сделать такой микс. По 5 штучек разных. Вот этот обязательно. Mix сделать, да? Да, mix он точно. Bizim bir kutu yani şey mix olsun yani karışık olsun ama çok ekşi çok sevdiler. Наборы такие. Kutunun boyutu hangisi olsun? Посмотрите в какую коробку, такого размера или такого. Белые вчера еще, да, вкусные были. Шоколадные ложки. Вот этот не сладкий. Такой. Не сладкий, Ну, да? более как жвачка такой. Как жвачка. Вкусный. Не такой вкусный. Ну, и такой, жевать он долго. Вот так пока на положении. Детям понравится. Давайте такого еще. А, И дети. вот этот обязательно. Вот Да, этот вот я этот пробовала вчера. Он сливочный, не сильно сладкий такой. И с этими с, антеп фистек вот эти. Фисташка фисташковые. зеленая. Вкусно. Что любят дети? Мармелад они любят. Мармелад. Ну, это много не надо. 200 лир вот это все стоит у него. Вот эти вот лукумы 200 лир килограмм. Сейчас, если поедем в форум, там 350 лир. То же самое. Он То есть вчера вот брал. чем разница. А вот эти орехи сколько стоят? Это фундук, чистый фундук. Же ж наша здесь земля фундук. Давай еще фундук. 50. 50 Гарно. лир это Вахтанг. Мне такие не нравятся. Я не хочу, я уже сладкого наелась. Я хочу фундука. Давайте фундук еще. И какой-то чай, может быть, еще. Какой ты чай покупаешь? Bunlar nar çayı. Hem soğuk hem sıcak yapılıyor. Böyle içecek gibi. Direkt üzerine такой- suyu şekeri ekliyorsun. Çay oluyor. O da Знаете, yine какой? nar çayı. Это чай, который пьется летом у них и холодным, и горячим заваривается. Ну, это не такой. С турецким чаем нет ничего общего. Я вам посоветую вот этот чай. Onlar da Я не böyle это люблю есть с это. корицей. Это, знаете что, я вам дам понюхать. Он не чай, это именно для лечения. То есть вы заболели, делаете 2 вот таких кубика, оно так продирает, просто вообще. Это именно для, он называется атом. Атом. Здесь смесь вот из этого всего. Тут и корица, и
чеснок, и имбирь, и, короче, тут Короче, всё. лечебный. Как прям. лечебный. Лечебный. Он вкусный, его пить приятно, но он сразу прям так, сразу дышать начинаешь. Ну давай. И он стоит, по-моему, ne kadar? O 25 lira. 25 лир. Давай. Сама, бертаны. Попробуйте, вам понравится. Я сейчас прям почувствовала, как я. Знаете, как ездишь в тур, когда и вас заводят куда-то вот там, весь автобус заводят куда-то там покупать. И все же как бы там покупают что-то, а это там рассказывает. И потом, естественно, получает свои эти. Проценты. Кстати, да. Я это уже Откаты. просекла, откаты. Ну так И я строится щас себя весь так прямо туристический, почувствовала. Хотя я просто здесь бизнес. сама беру. Просто мне очень нравится у нее, потому что она всегда Ишонку что-то передает, угощает. Давай мармелад еще какой-нибудь, мармеладки им. Вот это как раз таки то, что привозят вот с отдыха. Ну а как? İnşallah. Olsun canım benim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Приятная женщинка, всегда без этого она. Она такая всегда без, как сказать. У нее всегда все свежее, она такое не берет. И всегда, даже когда у нее только начинала здесь, приходила, покупала первый раз, она всегда делала скидку и всегда что-то ребенка. То есть, ну, приятно, да, когда хоть маленькое какое-то угощение. Поэтому мы у нее покупаем. Так, куда мы сейчас идем? Мы сейчас с вами идем дальше по этому рынку на рыбный рынок. После рыбного рынка заходим с вами в постельное, ну, в смысле, где в такого плана. Это называется рынок. Да, это рынок. Это Трабзонский рынок, базар. Здесь наши одеколоны для рук. Это все вкусы одеколонов у них, потому что... Бутылки, смотрите, какие. Это не парфюм, именно колон. Одеколон, да? Одеколон, который они поливают на руки. Ну, мы с вами сегодня много прошли. 12 тысяч шагов. Ты замеряешь? А мне приходит смс на часах. Заодно, да, и спорт. Он так расстроился, что... Такие хочу, железные, белые, железные. Сколько они стоят вот эти? Типа посередине. Порто Даяна, не туда. Плакаты дарили 60 лет, часы 3 года назад. Вот что-то похожую модель, вот эту вот, где синяя вот такая вот упирает. Очень довольны носит. И 1500. 90 долларов. Юлечка, расскажи, что тут с безопасностью? Вот мы сейчас машину оставили на стоянке с открытыми окнами, ключи в машине. В Трабзоне реально очень-очень безопасно. Правда, когда мне несколько лет назад в этом уверяли друзья и супруг, я в это, конечно, с трудом верила, но на самом деле так. То есть очень можно сохранно. сумку оставить, телефон Вот оставить? реально вы можете оставить сумку, я машину честно не закрываю. Даже когда где-то ее оставляю, у меня ключи остаются в машине. угнать это, вот сумку. Сумку нет. Они А в машину основном... угоняют? Нет, здесь в Трабзоне вообще нет. Стамбул просто очень, например, в Стамбуле население сейчас официальное 18 миллионов человек. А в Трабзоне? В Трабзоне 2 миллиона неофициально. То есть здесь со всеми горами и прилежащими населенными пунктами. Вот. Но Стамбул это как две Беларуси, поэтому, естественно, там очень большой поток людей. Люди разные, разных национальностей. То есть Упал сейчас майора ассортимент и испанского качество вот этого. улучшилось, да? Просто в разы, просто в разы. Мы Ну и покупали цены, я говорю, майора. ровно в 2 раза. Вот в Батуми, и то там ассортимент вообще оставляет желать У лучшего. нас майорал. Вот носки ты тут покупаешь в Айкике? покупаю, Дочки, да. мне надо купить. На классно и здесь, и на кассе будут. По телевизору идет турецкие уральские пельмени, да, ваши? Вот мы заказали такую порцию мяса. Здесь курица, люля-кебаб, шаурма,
Вот это все стоит 100 лир. 100 лир это это всего лишь 18 лари. Вот такая порция. Вот это очень вкусные овощи, перец. Да, и что-то Разница, зелень. да, вот в Батуми открылась шаурма, турки открыли. Ага. Вот, у них стоит 19 лари, а здесь стоит 15 лир. Какие разницы? 4 раза, да, получается? 4 раза. Ну вот просто 18 лари, вот такая тарелка огромная. Мясо. Просто хочу сравнить, как они там делают и как здесь. Там у них вкусно. Все, уже магазины потихонечку закрываются до 10 часов. Вот это все действие. И у нас поздний ужин, да, весь день пробегали. Так, вот эту штуку надо еще. Попроси. Очень вкусно. Еще вот такие лепешки. Горячие. Лепешечки горяченькие, прям свеженькие. А еще вот это озеро Узыргуль. Тоже туда мы съездим. Какая красота. Высоко в горах находится вот это озеро. Какая Турция красивая тоже, да? Горнолыжные курорты есть. Вот такие вот альпийские луга. И вот это озеро. Вкусные шашлычки вот эти, прям котлетки. Очень все свежее, вкусное. Тешекер? В общем, ребят, рекомендуем на Майдане посетить вот это место. Кебаб. Очень вкусно и просто цены, ну, невероятно дешевые. Я не знаю, почему так дешево, но это просто вот цена, конечно, подарок. Да, Вахтанг? Где мы в Батуми за 18 лари так покушаем вкусно и дешево? В Трабзон кушать есть. В Трабзон будем кушать ездить. Да, и за покупками. В общем, мы тут кайфуем. Есть такая грузинская поговорка. В одной стране, говорит, ишак стоил по цене огурцов, говорит, но привезти этого ишака, говорит, стоило как 10 ишаков. Это По-грузински? папа твой, да, рассказывал? Да. Это Это начал, как вири бизнес гирдау, многие строят, да? китрый спас ее, да, чамок вано, хути вири спас ее. Вот так вот это звучит по-грузински. В общем, здесь безопасно, вы можете приезжать сюда. Совершенно спокойно, ночью гулять. Турция безопасна. В общем, кайфово тут. Не, на самом деле цены, конечно, именно на еду. Почему я даже тут именно для сравнения, а мы не взяли это. Шаурма? Да, для сравнения именно. Там открылся на Чавчавадзе, кажется, да? Не, на Гургеладзе открылся новое заведение турецкое. Вкусно делают именно шаурму, вообще все, что они делают, вкусно я пробовал. Но цены, получается, там такие же цены, только в ларе. Это в 4 раза дороже. 4 раза ровно, да. Если на одежду Хотя получается мясо в 2 раза. здесь я не сказал бы, что намного дешевле, именно мясо. Но Такие дешевые цены, можно сказать. Хотя для турков это не дешевые цены, потому что зарплаты у них тоже тут невысокие. это уже Юля рассказывала про зарплаты. Не могу ничего сказать. У них не общепит, у них Во, вообще нам салат. сюда заворачивать в Ахтан. Общепит. Че, мы больше не будем по магазинам ходить? Давай еще погуляемся, пока мы не закрылись. Может, еще какой-то магазин бижутерии. Бижутерии и платков. Надо Миланке что-нибудь купить на подарочек.
У них все здесь в Турции вот с этими глазками, чтобы не сглазили. Купили подарки Миланке. Сережки. Бижутерию. Летний дождь, летний дождь. Начался сегодня рано. Ты придешь. Музыкальная пауза от Вахтанга Могилевича. Летний дождь, смотри какой даже. Летний дождь. Он даже не мочит, Освежает. освежает Как вот дыхание. это в жару, когда на тебя брызгаешь этим, да? Он прям раз освежил, так заказ вечером. Классно, да? Вечерний бриз. Вот так лицо вверх подними и наслаждайся. Смысл такого? Кайфово. Такого заубыть. Да. Да? Да. У нас кис-кис, а тут... Точно. Теперь начинается квест. Какой? Ну, машину искать. Пойдешь прямо, там будет, А, он сказал, вон желтенькая. акулы нарисованы. Так, акулы мы прошли. Следующий знак, говорит, будет желтый. Вон он, дальше. Потом будет знак. Все пахнет. Все пахнет. Мне вкусно все пахнет. Вахтанг, очень вкусно пахнет. От,